Как Геббельсу удалось одурачить нацию? Что ввело в массовый гипноз десятки миллионов мирных немцев и за очень короткое время сделало их нацистами? Как использовалось телевидение в Третьем рейхе? Всем привет! Вы смотрите канал «Хлам знаний». Пришло время узнать что-то новое и интересное, про старое и забытое. Как всегда, будь не скучно и познавательно. Смотрите до конца. Это отличная тема для беседы в компании. В конце 30-х годов 20 века население Германии составляло около 70 миллионов человек, включая тех немцев, которые были возвращены после аншлюса и захвата чешских территорий. Идея создания пропагандистского аппарата принадлежит Гитлеру. Он полагал, что для его правительства достаточно только одного небольшого отдела пропаганды. Но Геббельс доказал ему, что это была бы слишком ограниченная область для агитации. В результате задумали целое министерство пропаганды. 13 марта 1933 года министерство было открыто. Возглавил его Геббельс. В его руках оказался весь пропагандистско-агитационный механизм нацистской Германии. 25 марта 1933 года между Гитлером и Геббельсом происходит разговор о том, что нужно настраивать оркестр, как он называл пропагандистскую машину, на музыку войны, то есть настраивать общественное сознание на большую победоносную войну на Востоке. Народ должен слышать только призывы к уничтожению коммунистов. Именно Геббельс придумал разделение пропаганды на белую, серую и черную, то есть на достоверную информацию, сомнительную и откровенную ложь. Цинизм в выборе средств становится визитной карточкой министра пропаганды. Геббельс формулирует 3 главных закона пропаганды и требует от своих сотрудников их неукоснительного соблюдения. Закон 1. Пропаганды должно быть очень много. Ее нужно вываливать в массы непрерывно, днем и ночью, во всех территориальных точках одновременно. Закон 2. Предельная простота любых посланий. Это нужно за тем, чтобы даже самый отсталый индивид сумел осознать услышанное или прочитанное. Закон 3. У людей не должно быть выбора, ведь он уже сделан за них. А им следует лишь понять, а затем принять информацию, чтобы потом уже воспринимать навязанные идеи как собственные. Геббельс поделил период работы с общественным сознанием на несколько этапов. Первый – с 1933 по 1935 годы, когда необходимо осуществлять свободу слова и собраний при ограничении информационного потока, продолжать работу на заводах и в клубах, использовать любую площадку для открытых публичных дискуссий. В НСДАП были структурные подразделения для различных слоев общества. Сначала в них было 1-2 человека, потом 5-10. Постепенно все это выросло до огромной пропагандистской махины. Отдельный объект внимания – дети и молодежь. Работа с их сознанием велась в рамках развлекательной программы. Это тоже одна из новинок нацистской пропаганды. Умелая, грамотная обработка молодого поколения разных возрастов от 5 до 8 лет, с 8 до 10, с 11 до 13, с 14 до 16 лет. Каждая группа имела свое направление на пропаганду. К примеру, специальные лагеря для подростков, где они занимались спортом, где им преподносили идею будущего, идею сверхчеловека, арийской расы. Не оставил Геббельс без внимания и церковь. Суть работы заключалась в том, чтобы увести паству, и прежде всего 8-10-летних детей, а вместо слова «бог» использовалось «фюрер». Дети охотно приняли такое братское внимание. На следующем этапе, в 1935-1938 годах, Геббельс развернул дискуссию об буржуазной пропаганде, критикуя ее неспособность подарить Германии идею, мечту. То есть, национальная идея, общенациональное счастье для немцев должно стать завораживающей идеей. Пока речь шла только о физическом, духовном контроле над все большим и большим числом людей, без всякой воинственности. На третьем этапе, с 1938 возникает слово «дисциплина». Дети, с которыми геббельсовская пропаганда работала с 1933 года, уже стали 15-16-летними подростками, почти призывники. Гитлер-Югент проводил различные мероприятия, типа месячники солидарности, декады ненависти и трехдневки сочувствия. Прославлялись дисциплина ума и дисциплина чувств. Под строжайшим контролем Геббельса оказывается абсолютно вся пресса. От СМИ требуют лояльности к нацистскому режиму и строгого соответствия национал-социалистическим идеям. В 1940-м в Германии выходило примерно 2300 газет и 18 тысяч журналов. Министерство пропаганды особое внимание уделяло инструктажам для журналистов,
которые проводили дважды в день. На них были обязаны являться представители всех СМИ. Также проводились инструктажи с высокопоставленными сотрудниками министерств. Журналистам выдавали заранее отпечатанные инструкции. У них была возможность ездить куда хотят. У них были хорошие зарплаты, награды. Поэтому они четко выполняли социальный заказ. Митинги и шествия в Германии. Начинается череда знаменитых митингов Геббельса. Каждый как театральный спектакль. Знамена, музыка и люди служат декорациями и играют отведенные роли. Большая часть подобных мероприятий проводится в вечернее время, когда физические и психологические возможности человека ослаблены. Проводились парады Трудового фронта. Люди маршировали в форме, держа лопаты как ружья. Нацисты считали, что люди не заметят, как из рабочей формы переоденутся в военную. Геббельс считает, что толпой руководят чувства, эмоции, привычки, а вовсе не разум. Люди мыслят образно и не могут отличить реальность от пропаганды, не способны к критическому восприятию того, что им внушают. Немцы развешивают флаги, украшают улицы, посылают восторженные телеграммы фюреру. Начинается повальное переименование улиц. В каждой деревушке появляются Гитлер-шоссе и Гитлер-плац. Германия погружается в состояние массового психоза. Геббельс добивается широчайшего внедрения в Германии дешевого народного радиоприемника. От публичных политических дискуссий нацисты не сразу перешли к абсолютной пропаганде, к ударам по мозгам. Они сделали это через ряд бытовых дискуссий. Например, 2 недели по радио мог обсуждаться вопрос о национальном запахе туалетного мыла. Чем должна пахнуть немецкая нация? Резидой, ромашкой, гвоздикой. А затем, внезапно, звучал мощный удар по мозгам. Лучший – это запах чистоты. И это лучшее для здоровья солдата. И уже незаметно для себя аудитория задумывается о том, как должен пахнуть немецкий солдат. Кроме радиоприемников в каждом доме, Геббельс ввел коллективное прослушивание прямых трансляций с крупных нацистских митингов. Все стадионы были оборудованы репродукторами. И возникшее в 30-х годах телевидение было также ориентировано исключительно на групповой просмотр. Геббельс хочет, чтобы каждая немецкая семья наблюдала за успехами национал-социализма. Поэтому граждан обязали на регулярный групповой просмотр новостей в специально оборудованных залах. Вещательные каналы передают репортажи со всей территории Германии 3 раза в неделю. Первые телерепортажи – это преимущественно партийные съезды, концерты, марши, интервью с лидерами нацистской партии. Но Геббельсу хочется привлечь к телеэкрану еще больше людей. Он понимает, что зрителю нужны зрелища. И летом 1936 года Геббельс воплотил эту идею. Олимпийские игры в Германии. Специально для Олимпиады приготовят дополнительно 20 телезалов. Ожидается, что число телезрителей достигнет 160 тысяч. Ведомство Геббельса хорошо поработает, чтобы превратить Олимпиаду в грандиозную пропагандистскую акцию не только для немцев, но и для всего мира. Все лозунги убраны, все заключенные спрятаны, вся Германия вычищена и напоминает сказочную деревню. В 1939 году для Геббельса главный вопрос на повестке дня – это поиск национальной идеи, которая сплотит немцев. Накануне Второй мировой войны Геббельс запускает новую идею в массы о нехватке у немцев земли. Также появляется и термин «сверхчеловек». Фюрер – сверхчеловек для нас, а мы немцы, арийцы – сверхлюди для всех остальных. Все это происходило на фоне мирной экспансии. Рейн, Судеты, Австрия. Пропаганда сообщала о захвате территорий, как о собирании немецких земель. В начале 1941 года Гитлер боялся, как поведут себя рабочие главных промышленных районов в случае объявления всеобщей мобилизации. И тогда была запущена мощная дезинформация, что Сталин готовится напасть первым, и Германия должна готовиться к обороне. И эта ложь срабатывает. Молодежи, на которую нацисты сделали основную ставку, к 1941 году где-то уже по 18 лет. Геббельс обеспечивает пропагандистское прикрытие войны с Советским Союзом, делая упор на расовую неполноценность славян. Он изображает Советский Союз как огромную тюрьму, в которой люди живут в грязи и голодают. Он призывает немецких солдат смотреть на русских, как на людей второго сорта, подлежащих уничтожению. Это Геббельсу принадлежат слова: чем чудовищнее ложь, тем больше в нее верят. С вас лайк и подписка. А я пошел искать новый материал. Будьте здоровы. Желаю вам побольше антител и оптимизма. И до новых встреч на канале Хлам Знаний.